Сын — это любовь, которая длится вечность. Дорогой сын, вот и безоглядно минуло твое детство с лучезарными и радостными днями, улыбкой, вопросами и детскими умудренными ответами. Помню однажды, когда тебе было 6 лет, началась гроза, а ты, глядя в окно, спросил: «Что это, мама?» И, не дожидаясь ответа, добавил: «Это, наверное, Бог нас фотографирует. Значит, Он с нами. И мне совсем не страшно». И с этой детской верой и присущим тебе особым оптимизмом, школьными достижениями, ты навсегда в родительском сердце оставил гордость, придавая уверенность в том, что подростковый период дал хороший старт успешной взрослой жизни. Ведь полураскрывшийся цветок не является несовершенным цветком, который нуждается в защите. Напротив, он расцветает совершенством в соответствии с законами Вселенной. Точно так же каждый человек на этой планете развивается, растет и учится, отражая то самое совершенство. И сейчас тебе, сын мой, предоставлена возможность расцветать, открывая горизонты новой реальности, где детские игры сменились на взрослую шахматную игру, где это не игра только фигур, но и людей, где все зависит от твоего хода. И как на шахматной доске есть черные и белые квадраты. Квадраты твоих ходов, но есть и победа, которая окрашивает жизнь в яркие тона. Говорят, у сыновей глубокий доступ к сердцу родителей. А значит, у тебя есть все шансы стать успешным. Помни, сын, поражений нет, есть только уроки. И это аксиома для нашей семьи. Все жизненные события принимай. Принимай как открывающиеся возможности, но не как проблемы. Сын мой, самый главный смысл жизни – это сама жизнь. Нужно включаться в жизнь, принимая ее. Тогда удастся воспринимать жизнь в ее многообразии, и тогда она раскрасит теми красками, которыми владеет сама. Смыслом жизни является наличие смысла. Неважно, что за этим стоит и откуда он берется, но именно единая цель и придает осмысленность. Более того, поставить себе единую цель еще недостаточно. Нужно постоянно двигаться вперед. Знаешь, сын, счастье неразрывно связано с понятием действия и возможно лишь в процессе движения. Истинное счастье – это динамика. Твоя жизнь принадлежит тебе, и ты имеешь право делать свой выбор. Жизнь должна быть подлинной жизнью, безо всяких условностей и оправданий, просто любя и наслаждаясь сиюминутностью, осознавая, что главный подарок – это сама жизнь. И помни, мать держит сына за руку только короткое время, но материнское сердце принадлежит ему всю ее жизнь. Потому как в основе лежит любовь, безусловная материнская любовь, которая согревает и наделяет тебя надеждой, придавая силы и делая тебя выносливей. Помни, материнская любовь – это нектар твоей жизни. И любовь всегда рождает любовь. Это чувство всегда будет царить в твоем сердце. Прежде всего, это любовь к Всевышнему. Любовь к миру, который тебя окружает. Глубоко осознанная любовь преодолеет все.
все что угодно. Нет такой трудности, с которой она не в силах справиться. Нет болезни, которую она не излечит. Нет двери, которую она не откроет. Нет вины, которую она не сможет простить. Нет стены, которую она не разрушит. Нет греха, которого она не искупит. Любовь переносит нас в новое высшее измерение. И поверь, ты сумеешь преодолеть все сложности судьбы с этим осознанным чувством, с определенным смыслом подлинной красоты. Ведь каждый человек является человеком особенным и красивым именно благодаря своим разнообразным человеческим качествам, а не вопреки ним. На самом деле именно в этом и состоит подлинная красота. Поэтому ты уникален. Никто не умеет так улыбаться, как ты. Никто не умеет так мыслить, так жить и быть таким, как ты. Поэтому твоя неповторимость в тебе от Всевышнего. Тебе остается самое важное — сохранить в себе истинного человека. Да, не просто в эпоху современных технологий и гаджетов сохранить себя, не следовать моде толпы, не растворяться в тумане серой суеты. А что же делать, когда вдруг из-под контроля выходит жизнь? Сын, то же самое. Смотреть туда, куда хочешь двигаться, не оглядываться назад и никогда не вини во всем себя. Живи с уверенностью. Уверенность — это вера в собственную способность, способность справиться с определенной задачей и сделать это хорошо. Сын, но главное заключается в том, чтобы обрести уверенность в себе. Подлинная уверенность не имеет ничего общего с тем, что происходит в твоей внешней жизни. Подлинная уверенность связана с твоей верой в собственную способность добиться всего, чего ты хочешь и что тебе необходимо. И вера эта должна опираться на твои внутренние качества, а не на внешние обстоятельства. Подлинная уверенность опирается на доверие к самому себе. Сохраняй это важное чувство. Живи со светом, мой дорогой. И твой свет души, подаренный с рождения, не угаснет, если ты сумеешь приподняться над той или иной ситуацией, понимая и ощущая свою индивидуальность и миссию, предначертанную Всевышним. Никогда не гаси свет, даже, казалось, в кромешной темноте, и сохраняй в себе истинные ценности, невзирая ни на что и вопреки сложностям, оставаясь самим собой. Быть самим собой — это огромная сила, это важность твоей жизни. Еще Марк Аврелий сказал: «Гляди внутрь, пусть в любом деле не ускользнет от тебя ни собственное его качество, ни ценность». Никто и ничего не сделает за тебя. То, что говорят и делают другие, зависит от их собственной реальности, их собственной мечты. Если ты не будешь восприимчив к мнениям и действиям других людей, ты не станешь жертвой ненужных страданий. Главное — слушать свое сердце. И чтобы твои поступки не противоречили истинным ценностям, чтобы твои действия были связаны с созиданием. И путь роста всегда освещал твой внутренний свет. Это то, что никогда и никто не сможет у тебя отнять. А ты сумеешь благодаря этому свету жить с подлинным смыслом и осознанной любовью, неустанно следуя собственной мечте,
пребывая в гармонии. Сегодня ты учишься в школе жизни, и каждый день дает тебе прекрасную возможность приобрести новое знание, осознанно чувствовать вкус жизни, ощущать присутствие Высшего в твоем любящем сердце, выполняя свою миссию. Каждый день для тебя особен и неповторим, ибо это единственный путь истинного счастья, по которому тебе суждено пройти с благодарностью. Ведь истинная благодарность – это духовное свойство, это сила, которая поднимет тебя на крыльях веры и радости, вознося тебя к свету жизни. И не забывай, мой дорогой, твой мир всегда соответствует чистоте твоей души.